Вадим Редькин. Путешествие в каюте карцера. Часть 6. Ночью спал неспокойно. Успел отвыкнуть в карцере от шумной ночной «дорожной» в кавычках жизни хаты. Ребята дают мне отдохнуть в ночные часы, как ветерану, не привлекают к ночной жизни. Они бдят ночью, я днем. Где-то к 6 утра, как обычно, мои сокамерники заснули, а я, растянувшись на шконке, размышлял обо всем понемногу, почти в тишине. В 1,5 метрах от меня тихо разговаривало субъективное окно в мир под названием телевизор. Хотел его выключить, но остановился, вспомнил, что Костян не может спать в тишине. Ему нужно убаюкивающее звукосвечение экрана. Если телек выключить, Костя просыпается. В карцере, понятное дело, не стоял телевизорный в кавычках вопрос, так как этого прибора там не было. Не было в карцере и постоянно действующей койки и общения. А как раз отсутствие названных вещей и стимулирует, на мой взгляд, творческий процесс. В каюте штрафного изолятора в сравнении с камерой следственного изолятора СИЗО больше времени для дум и идей. К тому же в камере ты думаешь о том, что тебе съесть или приготовить из продуктов, присланных в посылке друзьями. В карцере ты не отягощен такими думами. Там ты не имеешь своих продуктов. Можешь съесть только то, что предложит баландерская команда. Это тоже высвобождает время. Пока размышлял об особенностях тюремной жизни, окно начало светлеть на фоне темной сетки решетки с ячейкой 15 на 15 сантиметров. В сравнении с карцером здесь окно большое. В карцере оно действительно напоминает зарешоченный иллюминатор и расположено высоко, в него не заглянешь. Поэтому за таким «иллюминатором» в кавычках несложно представить и изумрудный океан, и море тайги, и бескрайний космос, рассыпанный звездами. Я подошел к окну камеры, встал на старинный обогреватель, много раз крашенный масляной краской, знакомого с детства мутно-красного цвета, и заглянул в открывшуюся мне часть мира. Внутренний двор старой трехэтажной тюрьмы. Виден лишь верхний уровень сросшихся меж собой прямоугольником серых зданий и такого же цвета неба в клетку. Во дворе нет ни одного дерева. Если во дворе трава, не знаю, вряд ли, скорее всего под ногами бетон. Почему не виден весь объем этого двора? В 4 метрах от окна пространство перекрывает одноэтажный, облупленный осыпающимся бетоном, старый недействующий переход к прогулочным боксам. Под окном еще много снега. У стены перехода сидят 2 крысы, серо-коричневая и полностью белая. Понимаю, что они ждут. Вдруг я выброшу в окно остатки съестного. Они знают, что из нашей хаты им может перепасть пища, да из 2 верхних этажей может что-нибудь свалиться. Прикормленное место. Похожую картину из окон разных камер СИЗО я вижу почти 5 лет. Лишь на протяжении 2 месяцев осени 2022 года я содержался в камере, из окна которой были видны раскрашенные осенью деревья и городские высотки, а левее – дома частного сектора с растущей вдоль заборов желто-зеленой травой и дымом печных труб. Остальное время вокруг тебя ни травы, ни деревьев, много серого бетона и невеселого лязганья камерных замков. Зачем нас сюда надолго заперли? Какова цель? Я не имею в виду цели реальности. У нее цели всегда в помощь человеку.
с позиции корректировки кармы. Вряд ли те властные люди, благодаря затее которых мы надолго помещены без оснований в условия, несовместимые с жизнью, заботились о нашем духовном развитии. Кстати, пребывание в крытой тюрьме, каковой является СИЗО, почти идентично особому режиму заключения, который считается наиболее строгим наказанием осужденных. Только вот мы еще не осужденные, но уже 5 лет пребываем в крытой тюрьме, то есть под замком, тогда как в лагере особого режима человек видит и небо без клеточки, и траву, и деревья. На протяжении этих долгих лет судилища нам не собирались смягчать меру пресечения. Из раза в раз выдвигался мало отличающийся от предыдущего пакет аргументов, в кавычках, чтобы соблюсти формальность и в очередной раз не выпустить нас из-под замков и решеток. Так какова цель такой формы психологического насилия, где сохранение здоровья не предусмотрено? Что-то ничего жизнеутверждающего в голову не приходит. Вижу лишь такой расчет пособников демонов. Чем дольше нас здесь держать, тем вероятнее распад замечательной сибирской общины. А если община вдруг устоит, а она стоит и стабилизируется, то чем дольше срок, как предполагают пособники, тем выше вероятность, что мы, а главное учитель, домой вообще не вернемся. Что тут скажешь? Это демонам не боязно быть богопротивниками. Души они не имеют, свободы выбора тоже. Их энергопотребление, как способ существования, противоположно светлым началам. Но вот их пособникам из людского племени лучше бы остерегаться пребывания в рядах богопротивников. Высока вероятность, что они гнобят в тюрьме носителя света, действия которого впрямую связаны с волей неба. Неужели так тянет быть участниками повторения древней трагедии и встать в один строй тьмы вместе с Синедрионом, Иудой и Пилатом? А как же карма? Как же, выражаясь библейским языком, что посеешь, то и пожнешь? Вспомнилось интересное событие из весны 1994 года, случившееся в Москве на частной квартире. Мы с учителем встречались с раввином Московской синагоги. Встреча была тайной, неофициальной, как сейчас говорят. Раввин не хотел огласки. К моменту встречи раввин был уже знаком с книгой «Слово Виссариона». В начале встречи он обозначил, что книга эта, вне сомнений, боговдохновенная, и он практически совсем в ней согласен, что страницы книги пропитаны истинным знанием Торы. И это, как он заметил, удивительно, так как нынешняя плоть учителя не постигала первоисточников древнего Писания. Конечно же, это суть твоя, это память твоей души, сказал раввин. Он был каббалистом, не сомневался, что Виссарион – это вновь пришедший Иисус. В отношении себя он тоже не сомневался. Считал, что 2000 лет назад был членом Синедриона и симпатизировал Иисусу, как и сегодня. Раввин придерживался небезосновательной позиции, что после Иисуса иудеи, убежденные последователи Торы, каковым он являлся, пытались наводить на планете хоть какой-то порядок, устанавливать законы. А тут опять пришел в новой плоти Иисус и снова пытается поколебать эти устои, вставлять палки в колеса. Вы едете в Израиль, это хорошо. Важно напомнить евреям о вере Богу живому. У меня была мысль поехать вместе с тобой, но не сложилось, говорил раввин. В этой поездке есть большая опасность для тебя.
хотя она есть на протяжении всего твоего воплощения, как бы ни случилось того, что было уже однажды. Иисус не стал Мессией для народа Израилева. Он допустил ошибки, проявил человеческие слабости, а ведь мог стать Машиахом, но оторвался от корней, допустил ошибку. Ты сейчас в похожей ситуации. Богоизбранный народ ждет Машиаха. Ты мог бы стать им. Не повтори ошибок. В этой поездке большая опасность. Не говори там о себе. Там слишком крепка традиция. Говори о себе, как о вестнике. Это мой добрый совет. Возникла пауза. Я пришел говорить не о себе, а о пославшем меня. А как будет в Израиле? И что я там скажу? На все воля Отца, сказал Виссарион. 12 марта 2025 года на заседании по мере пресечения безымянная королевская фигура черного цвета прошлась по нам, как было и до этого, не обращая никакого внимания на аргументы стороны защиты. Я едва успевал помечать в тетради аргументы в кавычках прокурора в пользу очередного продления нам на 3 месяца меры пресечения содержания под стражей и такого же очередного продления ареста на денежные средства садово-паркового бизнеса Дениса Сафронова. Прокурор зачитала справку-меморандум силовиков по результатам оперативно-розыскной деятельности. Смысл этого текста был таков. После пребывания в карцере Володи Ведерникова накануне прошлого продления содержания под стражей Тороп и Редькин не вняли наказанию карцером Ведерникова и продолжают руководить сектой, в кавычках, давать команды своим последователям, чтобы те оказывали давление на свидетелей обвинения и скрывали следы совершенных преступлений. Чьи следы и каких преступлений, и кто их должен скрывать, я не понял. А осуществляли мы это руководство, как сказано в этом тексте, через мобильные устройства и адвокатское бюро. А еще Тороп и Редькин публикуют показания потерпевших и свидетелей. По указанию Торопа и Редькина публикуется информация о ходе заседания суда. В результате всего этого свидетели отказываются от дачи показаний, потому как опасаются за свою жизнь. Странная формулировка, повторяющаяся уже не в первый раз в заседаниях по мере пресечения. От какой дачи показаний и где отказываются свидетели, если их допрос в ходе процесса уже давно закончен? В итоге, после зачитанного прокурором текста было сообщено, раз Тороп и Редькин продолжают руководить ликвидированной церковью и оказывать давление на свидетелей, зачем оказывать давление на тех, чьи допросы на процессе уже закончены? Руководство силовиков считает необходимым продлить содержание подсудимых под стражей. Ну как, скажите, после такого «видения» в кавычках руководства не продолжать держать нас за решеткой? Какой судья осмелится возразить такой подаче? Был в очередной раз продлен арест и на денежные средства бизнеса Дениса Сафронова. Попробую воспроизвести эту фантастическую цепочку аргументов в кавычках, озвученную прокурором. Так как Сафронов был ответственным за сбор добровольных пожертвований от последователей на развитие общины, это правда, и, внимание, последующую передачу этих средств подсудимым – это фантазия, то есть ложь, не звучала и не могла звучать в показаниях свидетелей обвинения. А Виссарион, Тороп, не один раз ездил на отдых со своей семьей и семьей Дениса Сафронова благодаря финансовой помощи последнего. Это правда. То из этого прокурор делает вывод, что изъятые у Дениса средства
известного в Сибири предпринимателя, владельца садово-паркового бизнеса, являются доходом подсудимых, добытым преступным путем в результате инкриминируемых им деяний. Денис не раз представлял суду бухгалтерию своего предприятия, безошибочно подтверждающую принадлежность этих средств его бизнесу. Тут, уважаемый читатель, я коротко отвлекусь от хода этого заседания и приведу в максимально укороченном виде для тех, кто не в курсе нашего обвинения, вменяемую мне абракадабру. Моим друзьям вменяется, по сути, то же самое. В период с 1992 по 22 сентября 2020 года Редькин В.В., находясь на территории Красноярского края и иных регионов РФ, с целью извлечения дохода от религиозной деятельности за счет привлечения денежных средств граждан и их безвозмездного труда, а также из иной личной заинтересованности, выраженной в стремлении подчинить своей власти других людей путем применения к ним психологического насилия, причинения тяжкого вреда их здоровью, в том числе здоровью малолетних, осознавая противоправный характер своих действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий своих действий в виде причинения тяжкого вреда здоровью своим адептам, желая их наступления, создал и руководил совместно с Торопом С.А. и Ведерниковым В.О. Курагинской местной религиозной организацией «Церковь Последнего Завета», деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью. Достаточно. В полном объеме это необоснованное реальностью сочинение можно при желании найти в интернете. Возвращаюсь к заседанию. Когда прокурор почти скороговоркой обосновала, в кавычках, что денежные средства Дениса Сафронова получено подсудимыми, то есть нами, преступным путем, я шепотом, наклонившись к учителю, сказал: «Чушь какая-то». Прокурор услышала мою оценку ее логических сопоставлений и внятно, и, как мне показалось, эмоционально произнесла: «Чушь или нет, увидим на приговоре». Я не воспринял эту фразу как угрозу. Я воспринял ее как констатацию того факта, что в нашем курируемом сверху деле прокурор это вовсе не скрывала и не раз ссылалась на это обстоятельство в ходе процесса. Итог заранее очерчен теми, кто обременен властью в судебно-правовом пространстве моей Родины. Что ж, значит, будем претерпевать дальше. Значит, это еще не кульминация. Но мы же знаем, что белый лотос, символ духовной чистоты, прорисовывает следующий шаг предначертанного пути, когда сделан предыдущий. На этом думал завершить описание путешествия в каюте карцера и его итогов, но решил добавить следующий диалог. Это мгновение телефонного общения с моей старшей дочерью, которое состоялось на следующий день после заседания по страже. «Пап, вас снова продлили?» «Да, дочь, продлили. А причина – твой карцер?» «Карцер, донь, это лишь инструмент решения задачи, а причина – это поставленная кем-то свысока задача. Как-то так». «Пап, вы выступали в суде?» «Нет, не выступали». «Адвокаты, как всегда, молодцы, аргументированно и понятно. Но все выступления стороны защиты вряд ли имеют какое-то значение. Процесс направляется прокуратурой. Все как в прошлый раз на продление. Руководим общиной из СИЗО, воздействуем на свидетелей и потерпевших, а они боятся за свою жизнь.
А еще и оборотные средства бизнеса Дениса к нам привязали. Оказывается, я, учитель и Володя каким-то необъяснимым образом превратили средства Дениса в свой преступный доход. Поэтому арест на его средства тоже продлили. Пап, ну бред же какой-то, издевательство. А где доказательства? Доказательств нет. И в нашем случае, похоже, они не требуются. В нашем процессе нет принятой в правосудии состязательности, обвинение, защита. У нас только государственный обвинитель. Как он решает, как он транслирует, так и происходит. Дочь, давай гармонизируем тему. Ты же теперь кормящая мама. Если будешь переживать за нас, малышка хныкать будет. Папуль, не переживай. Малышка спокойно спит рядом. Она сейчас у груди? Нет, пап, просто рядом. Я уже спокойна. Папуль, а где у этих людей совесть? Они же люди, значит и совесть у них есть. Это ты точно подметила. Совесть у нас у всех есть. Как далеко и во имя чего мы ее прячем? Не знаю, дочь, что сказать. Многие участники этого процесса, возможно, искренне верят, что творят правосудие. Пап, ты же знаешь, что это заказ. Это все знают. Насколько человек понимает, в чем и ради чего он участвует, настолько и будет отвечать перед совестью. Если понимает, что судит невиновных, оправдывая себя тем, что выполняет распоряжение руководства, или, к примеру, что семью кормить надо, значит и карма будет соответствующая. Какова прихоть, таков и спрос. Папа, эти суды обвиняют вас, невиновных, в насилии, но на самом деле применяют насилие уже 5 лет в отношении вас, а значит и нас, потому что мы ваши дети и друзья. Разве не так? Роднуль, это лишь подтверждает, что все мы, и ты, и друзья, в большом, очень большом событии участвуем. Его надо отстоять, претерпеть до конца. Сейчас твое участие в этом – это твое состояние, твоя дочь. Она ведь моя внучка. Будь в настроении, в хорошем состоянии. Корми ее с молитвой, с красивой природой. Напевай ей добрые колыбельные, как я тебе когда-то. Окутывай ее своим гармоничным состоянием. Переживания пусть летят мимо. Каждому событию свой час, свое мгновение. Впереди много дел, в которых надо быть добрыми. Пап, я поняла. Не переживай за нас. Мы тут справимся. Мы ведь вместе. Очень ждем вас и любим. Тебе тут вся деревня приветы передает. У тебя столько друзей. Слышишь? Внучка твоя проснулась и что-то тебе напевает. Она даже бровь поднимает, как ты, и хмурится, как ты. Послесловие. 30 июня, спустя несколько дней после завершения последней части путешествия в каюте карцера, нежданно-негаданно в день прений нам вынесли приговор. Точнее сказать, нас оглушили приговором. Это напоминало, как в каком-то старом фильме браконьеры глушат рыбу динамитом. На протяжении нашего судебного процесса судья не раз говорила нам: «Все, что считаете нужным сказать, выскажите на прениях». И вот эти дни настали. Наши адвокаты и мы вынесли на процесс добротные, основательные, многочасовые прения стороны защиты, в надежде, что будем наконец-то услышаны. Надежды оказались наивными, будьте как дети. В апокалиптической реальности никого в зале суда, кроме нас самих, и исторической объективности не интересовало, что будет звучать в прениях. Приговор
как и предупреждала прокурор. Был уже готов, сценарий прописан. Судье лишь осталось после почти 3-летнего судебного процесса зачем-то, непонятная норма приличия, заглянуть на 20 минут в совещательную комнату, а нам вежливо предложить спуститься в сопровождение караула на те же 20 минут «передохнуть» в кавычках в бокс для ожидания возвращения судьи из совещательной комнаты. Как сказал один из наших адвокатов, округлив от сильного удивления глаза, такого он никогда не видел за 20 лет практики. Когда через 20 минут караул вернул нас за решетку зала суда, судья уже сидела за своим столом вместе с приговором, а журналисты СМИ нашей страны выстроились в ряд так, чтобы можно было снимать и нас, и оглашение приговора. Дело сделано. Отсчет вот-вот будет готов. Судья не менее, как показалось, получаса зачитывала решение суда. Нам дали на троих 35 лет, забрали все имущество, определили запредельную сумму возмещения морального вреда потерпевшим в кавычках. Правосудие рубануло с плеча. И по самому себе, пожалуй, тоже. Все надежды на разумность, здравомыслие, справедливость были разрушены одним махом. Очень хотелось сесть или лечь на скамейку где-то на свежем воздухе среди деревьев и отдышаться. Это уже позже я нашел оправдание происходящему. Нынешняя форма правосудия, как и все уже ненужное, отслужившее свой срок, находится в активной фазе саморазрушения, а мы, наш процесс и присутствие учителя внутри структуры – ускорители этого эволюционного движения. Когда звучал приговор, прокурор с легкой улыбкой удовлетворения от проделанной работы снимала эту расправу на телефон, подыскивая удобный ракурс. Мы, учитель, оказались виноваты, как уже было когда-то, в том, что мы есть. Из нас делают мучеников за веру. Что бы вы, друзья, посоветовали патриоту своей страны, когда его пытается лишить дыхания жизни твоя же страна, предъявляя придуманное обвинение, назначая огромный срок, забирая свободу, семью, детей? На следующий день наше СИЗО и вся страна смотрели по центральным ТВ-каналам репортажи о нашей преступной деятельности, в кавычках. Эти сюжеты смотрели работники СИЗО и арестанты, и дежурные по продолу, и выводящие на прогулку пытались поддержать нас словом, чем-то помочь, вывести на звонок к родным. Кто-то невесело шутил: «Ну и срок вам дали, будто вы четвертовали кого-то, а потом еще и съели». Кто-то грустно качал головой, мол, заказное шоу. Кому-то очень влиятельному вы дорогу перешли. Приятели-арестанты прислали под утро поддерживающие малявы. Приведу 2 из них. От Ирины, организованной, ответственной, всегда готовой помочь, руководителя фирмы, занимающейся недвижимостью в Москве. У нее искренний тюремный роман, пока заочный, с моим сокамерником Костяном, и от Сафара, взрослого, интеллигентного человека, обрусевшего азербайджанца, бывшего многолетнего руководителя строительной фирмы, уже осужденного за то, что не совершал. Такое здесь ныне нередко встречается. Письмо Ирины. «Вадим, приветствую. Как ты? Я очень переживала. Хорошо, что Костя, милый мой, мне писал, как и что у тебя. Не хотела тебя тревожить лишний раз после запроса. Понимала, что все равно все это тяжело.
Сегодня по многим каналам показывали кино про вас в виде ЧП. Ты прямо звезда теперь. Такой бред несут, слушать не хочется. Лучше бы рассказали, как у нас в России уголовные дела ляпаются и планы выполняются. Так что, Вадим, давай не будем расстраиваться. Приговор еще не окончательное решение. Пока опеляшка, косашка, время пролетит очень быстро. Главное, береги себя и нервы. Это самое главное. Все будет так, как решится на небесах. Ты сам все знаешь. Твоя новая книжка супер. Мне очень понравилась. Сейчас девчонки по очереди читают. Высыпайся, гулять ходите. Буду ждать новые увлекательные рассказы. С добром и теплом. Ирина. Письмо Сафара. Добрый вечер, Вадим. Сегодня утром вас по РЕН-ТВ показывали. Я, честно, был в недоумении и охренел от сроков, которые вам дали. Очень несправедливо. Было видно показательное шоу по ящику. Дружище, дорогой, держитесь, не падайте духом. Используйте все, что можно, и не сдаваться. Вы меня тогда очень сильно поддержали. Увидев ваше позитивное настроение, стало немного легче на душе. Сейчас вы прошли немалый путь уже. Ваше дело Божье. Дай Бог вам силы терпения и, самое главное, здоровья, быстрейшего освобождения и возвращения к своим семьям. Вас дома ждут друзья. Может, еще встретимся на апелляции или на знакомке. Очень надеюсь. Сафар. Вспомнил вот еще о чем, для полноты картины. Перед приговором судья предложила нам, это процессуальное правило, выступить с последним словом. Я воспользовался ее предложением. Моим последним словом на этом историческом процессе было стихотворение, написанное в СИЗО. Да, милая, я знаю, трудно без меня, и ритм плывет в непредсказуемости дней, и разрывается от нежности твоя душа, и слезы ищут выход средь ночей. Я чувствую и вижу твой магнит, он вкусом жизни привязал меня. Он нужен в приключениях моих, и нужен, как земле нужна весна. Но потерпи, любимая, так нужно всем. У большего свои сплетения в пути. Так нужно. Шанс успеть проснуться тем, кто раньше не сумел сказать себе «живи». Я рядом, будто никуда не уезжал. Сильнее чувствую тебя, детей, друзей. И чувства эти и понятнее, и глубже, и наполняют силой вереницы дней. Ты не грусти. Конечно, я хочу домой. Конечно, слезы могут тронуть и мои глаза. Лишь задержусь на уготованные дни. Так начертила нам с тобой судьба.